Не забывайте представиться, что вы здесь, да, чтобы было понятно, что вы на связи. А не просто вчера ставили включенным компьютер, и он до сих пор у вас, так сказать, работает. Поэтому не забудьте поприветствоваться. Вот я хотел бы, тут вижу, что есть Лариса, Лидия Бастеева, Филатова Оксана. Пожалуйста, не забудьте написать сообщение, в котором приветствуете всех участников нашего сегодняшнего занятия. Выберите правильные ответы. И этих ответов здесь может быть несколько, начиная от одного. То есть хотя бы один должен быть правильный. А правильных может быть 2 ответа, 3, 4, и все ответы тоже могут быть правильные. Либо ни один ответ не может быть неправильным, в этом случае ответ будет так и называться. Все ответы там неверные, и надо будет выбирать его. Да? Образовательный путь ученика. Первое. Есть у каждого из них. Известен ученику, но неосознанным, известен его педагогу, который проектирует этот путь вместе с учеником. Вот что здесь, какой ответ, на ваш взгляд, может быть правильным? Вот давайте рассмотрим. Итак, первый. Образовательный путь ученика есть у каждого из них. Это правильное, истинное высказывание или нет? Оксана, как считаете? Хотел. Может быть, что интуитивен, да? Но здесь, вы понимаете, тест такая штука, вот да, нет, и все, без всякой интуиции. Здесь нет в ответе не написано, что он интуитивно есть у каждого. Он просто есть или нет. Как вы вот считаете? Без интуиции. Я напомню, вчера мы говорили, чем отличается траектория от маршрута. Траектория – это след от движения, да? То есть движение уже произведено, а траектория – это его след. А маршрут – это план движения. То есть они отличаются, как говорится, во времени. Маршрут можно создавать до пути, да? До траектории, пока она возникнет. А траектория возникает уже после того, когда движение произведено. Поэтому, если ученик движется, а он, в общем-то, каждый человек движется непрерывно. Даже не обязательно это происходит формально в классе, там, с учителем. То на самом деле это образовательное движение есть. И скорее всего, ответ первый является истинным. То есть он существует у каждого. И если он существует, здесь в чем, как говорится, педагогичность этого ответа? Если мы понимаем, что у ученика, у каждого есть свой образовательный путь, то мы не можем просто его игнорировать. И как будто его типа нету, да? Просто с чистого листа начинать объяснять новую тему. Значит, каким-то образом нам этот путь ученика должен быть интересен. Если мы хотим руководствоваться методикой индивидуальной образовательной траектории, каким-то образом должны тогда отнестись к этому пути, знать его, выявить, помочь этому ученику. Но не весь его путь, да, по всем направлениям, по которым только ребенок ходит и лазит, да, по своей жизни, а именно по тому пути, который относится к нашему учебному предмету, к нашей теме, к нашему вопросу и так далее. То есть на самом деле тогда получается так, какая философия этого ответа, да, и этого вопроса, что если мы признаем наличие образовательного пути у каждого ученика, как учителя признаем это, да, тогда мы, значит, должны это учитывать в своей деятельности. То есть мы этот путь должны каким-то образом хотя бы обозначить, увидеть или помочь это сделать самому ученику. Вот важность этого ответа. Хотел. Может быть, что интуитивен, да? Но здесь, вы понимаете, тест такая штука, вот да, нет, и все, без всякой интуиции. Здесь нет в ответе не написано, что он интуитивно есть у каждого. Он просто есть или нет. Как вы вот считаете? Без интуиции. То есть, я напомню, вчера мы говорили, чем отличается траектория от маршрута. Траектория – это след от движения, да? То есть движение уже произведено, а траектория – это его след. А маршрут – это план движения. То есть они отличаются, как говорится, во времени. Маршрут можно создавать до пути, да?
что ученик что? Он как бы все так понимает, видит, знает. Не сразу это что значит, Оксана? То есть, типа, если с учеником он работает, то педагог, то через какое-то время этот учитель, этот педагог видит, да, и известен ему этот образовательный путь. По своему предмету хотя бы, да, индивидуально, вы говорите. Ну, я бы, наверное, так сказал бы, что все-таки известен, но не полностью, да, вот, скажем так, все грани пути ребенка, образовательного пути, наверное, вряд ли даже ясновидящему педагогу будут известны, потому что, ну, познать все грани образовательного пути ребенка и все его особенности, наверное, такого педагога сложно найти. Ну, это, может быть, только Господь Бог способен, наверное, да. Все-таки я бы вот насчет известности педагогу не считал бы правильным ответ. И наоборот, даже это, понимаете, принцип отсюда следует, что педагогу никогда не дано до конца понять, что за путь и что за содержание человека перед ним находится в лице ученика. И если ты понимаешь, что ты не знаешь этого окончательно этого своего ребенка, своего учащегося, и не можешь даже в принципе всю глубину его постичь, понять, то нужно, во-первых, не давать себе права думать, что ты все знаешь. Весь его путь тебе известен. Ты, я еще раз повторяю, не Господь Бог. И тогда мы можем только самому ученику давать право на его вот этот путь, который тоже, может быть, не до конца знает содержание своего пути. Лариса Ли задает вопрос. Вопрос 2 противоречив даже формулировке. Как это известен, но неосознанно. Ну, а почему бы нет? Например, мне известно, что я, там, допустим, мои способности меняются. И сегодня я, когда, например, делал игрушку, там, катапульту на уроках труда, этот ученик так может, ему известно, что он сделал эту катапульту, но он еще, может быть, не осознал, в чем он изменился, когда ее сделал. То есть осознанный результат и известный результат – это два разных результата. Поэтому, на самом деле, здесь в чем противоречие? Известен и осознан – это разные, они могут быть различные. Как только осознан, так и известен. Нет, может быть известен, но не осознан. Вот на мой взгляд. 3 нет, конечно. Ну да, то есть до конца неизвестен, соглашусь. Иногда так до конца и не понимаешь ученика, увы. А это почему увы-то? А себя что вы понимаете? То есть на самом деле до конца, тем более такое слово, да, вот вообще ничего невозможно не понять, не только себя и не ученика, ибо живем в состоянии неопределенности. Иногда для некоторых это дискомфортно. Например, почему же вот этот ребенок вот так вот поступает, или так вот действует, или не действует. Мы хотим понять и никак не можем понять. Это нормальное явление, это не увы никакие, это реальная проблема, которая имеет чисто педагогическое значение. Поэтому огорчаться здесь не надо, наоборот радоваться, что вы чего-то не понимаете. Вот это способность, компетенция педагога, оптимиста. Обрадоваться, сказать, что вот на тебе такая проблема, и она вот мне неизвестна, как ее решать. Потому что, решая ее, мы совершенствуем себя как педагог, как профессионал. Пойдем к следующему вопросу. Вопрос Б. Он тоже касается образовательного пути ученика. И здесь даны определения, что же такое образовательный путь. Итак, первый ответ представляет собой след от его движения, его имеется в виду ученика. Представляет собой маршрут для образования, представляет собой траекторию изучения основ наук, представляет собой развитие его личности ученика. Но какие из этих вопросов правильные? Вот у меня сейчас предложение
коллегам, и Ларисе, и Оксане, и Лидии. Напишите номера ответов, которые вы здесь считаете истинными, правильными. 1, 2, 3 и 4. Все 4, либо только 4, либо какой-то один, либо все вместе. Оксана считает, что может 4. Вообще, Оксана, может, слово интересное в общении в нашем, оно вполне возможно, но если у вас будет кнопка, где нужно будет нажать, слово «может» я нажму эту кнопку, там нет такого. Там вам нужно или нажать эту кнопку, или не нажимать ее. Поэтому вы нажимаете на 4, да? То есть вы считаете, что образовательный путь – это есть развитие его личности, да? Такое вот определение вы считаете правильным из всех возможных. Ну, допустим, хорошо. Лариса считает, что второй образовательный путь – это маршрут для образования, да? Вот Лидия считает, если подумать, то все 4 пункта. Ну, да, у вас будет возможность все 4 пункта нажать, когда вы будете это делать, ну и увидите, что вам даст система. Я сохраню небольшую интригу и не буду здесь приводить своих пониманий, но самое интересное, что действительно очень разные есть ответы, поэтому я, во-первых, радуюсь, что мне удалось составить такой тест, в котором нет однозначных 2×2 4, и эти тесты позволяют, действительно, их осмысливание позволяет прийти к неким принципам, которые именно носят педагогический характер. Третий вопрос, и тоже на него 6 вариантов здесь ответов. Цели ученика необходимы для его обучения. Ну, необходимы или нет? Есть педагогические концепции и педагоги, которые могут сказать, ученик еще не знает многого, поэтому он, вообще говоря, цели поставить не может. И обоснует почему. Потому что он не изучал еще материал и так далее. И поэтому цели самого ученика для его обучения не нужны. Достаточно цели педагога. Как вам вот такая позиция? Есть среди наших участников сегодняшнего курса те, которые считают, что первый пункт ответа, первый ответ является неправильным. Есть кто-то тот, что считает, что не обязательно для обучения ученика цели ученика. Нет таких? Или даже если есть, но молчат, не говорят, что они считают. Значит, я еще хочу сказать свое мнение. Значит, если учитель, педагог человекосообразной, личностно ориентированной позиции, то, конечно же, цели ученика необходимы для его обучения. Если педагог авторитарной позиции, а такие есть и сегодня, и, кстати, они не значат, что они плохие, они могут быть очень высокопрофессиональные, но они могут сказать так: цель ученика никакая не нужна. Вот он пришел ко мне, и я ему скажу настоящие цели, и он их добьется. Кстати, подобные взгляды могут, например, иметь представители восточной педагогики, где гуру решает, вообще говоря, за всех и все. И цель действительно он не отдает ученику в качестве инструмента. Он эту цель ставит сам. И поэтому может ответить на этот вопрос отрицательно. То есть он скажет, что не нужно никакой цели ученику на моих занятиях. Я сам эти цели задам и сам их буду помогать достигать. А вот Оксана говорит, что вы вчера сказали, что да, имеется в виду, что необходимо. Да, моя педагогическая позиция, что да, необходимы. Но вот восточный гуру может сказать, что нет,
цели ученику не нужны. Если ученик не знает предмет, что значит знать предмет? Я вообще, честно говоря, не знаю, кто знает предмет. Вот, Оксана, вы ведете какой-то предмет, да? Вы можете назвать его, ваш предмет, которым вы вот как педагог работаете? Просто английский. И что, вот вы можете для себя сказать, что вы знаете этот предмет, даже будучи педагогом? Ведь наверняка какое-то это знание будет, иметь границы. Язык знаю, да. Но опять, что значит знаю язык? Могу объясняться. Например, вот вы язык знаете, знаете, можете общаться, да. И то опять надо дополнить, что значит общаться, на каком уровне, в какой аудитории, на какую тему, да, наверное же есть ограничения. То есть знать предмет, все равно есть границы разговорные. Это такой, скажем, разговор, это тоже разные бывают. Есть разговоры вот на уровне, так скажем, пообедал и куда-то поехал отдохнуть, а есть разговоры, например, о миссии человека во Вселенной. И слово «Вселенная» даже, наверное, сложно подобрать в английском языке, потому что там нет такого, на самом деле, слова, насколько я знаю. А космос – это совсем другое. А Вселенная в смысле синонима вселения человека, как некоторый атрибут миссии человека, вселиться, да? Вот такого слова в английском языке, наверное, нету. И вы же не сможете общаться напрямую, или, по крайней мере, у вас будут затруднения о том, как же вот объяснить миссию человека по вселению в мир, значит, каким словом английским это объяснять, что использовать и так далее. Так, Лариса пишет, что только что на экзамене ЕГЭ, профиль математика, ученик вышел, даже не приступая ко второй части. И на вопрос, какова тогда была цель сдачи такого экзамена, ответил: мама велела. Это цель ученика, спрашивает Лариса. На самом деле вы же сами ответили устами ребенка, что это цель была мамы. И вот мы вчера уже начали говорить о заказчиках образования, и уже хотя бы попытались развести, что есть разные субъекты, которые определяют цели образования. Это мама, безусловно, она одна из основных заказчиков образования своего ребенка. Сам ребенок, конечно же. Даже бабушка, дедушка и даже умершие прабабушки, они тоже являются заказчиками образования этого человека. Вот, на самом деле род заказывает продолжение себя. Это условие его существования, любого рода. И он, как и любой исторический организм, имеет желание продолжаться. Поэтому здесь вопрос-то я бы так перефразировал вашу, Ларисе я сейчас отвечаю. Сколько в целях ребенка, в данном случае сдавать экзамен, его собственных целей, и сколько маминых? Вот если маминых 100%, а ребенка нету никаких, значит просто им манипулируют. То есть данный ребенок является предметом манипуляции со стороны остальных заказчиков образования. То есть им командуют учителя, там чиновники, мама тоже подключается в команды в эти, а его самого нету. И получается, что его внутренний потенциал находится вне официальной системы его образования. То есть налицо та проблема, которая в философии называется отчуждение человека от собственной деятельности. Что она означает? Это означает, что формально ребенок находится там в школе, сдает экзамены или там не сдает их, вот, а реально его человеческая сущность, она не образовывается, по крайней мере, в том направлении, которым могла бы, в котором у него потенциально есть способности. И он, этот ученик, в данном случае, учится чему? Учится изворачиваться, сдавать, списывать эти экзаменационные вопросы и так далее. То есть он обучается не предмету, а тому, как обойти вот эти чужие требования, не соответствующие его желаниям.
То есть очевидно, что это, конечно же, результат, но он не соответствует образовательному потенциалу ребенка. То есть с ним работает и мама, и школа не как с сущностью, не как с человеком, а как некоторой вещью, которую они хотят под свой лад подстроить. Это, конечно же, насилие и над личностью, и над человеком. Вот. И в данном случае и мама является насильником, и школа, которая так поступает. Вот. И с насильниками, вообще-то говоря, это, я бы сказал, преступление даже, может быть, еще более серьезное, потому что одно дело насилие, там, не знаю, там, над телом, кто-то там ударил кого-то, да, это синяк заживет. А вот насилие над сущностью человека, над его разумом, над его чувствами, оно более серьезное. Поэтому преступление перед человеческой сущностью, насилием ее, более серьезное, чем над физической сущностью.